Долгосрочная аренда жилья в Грузии. Как мы искали и что нам предлагали риэлторы. Самое первое, что нужно понимать при аренде жилья, это время, когда вы хотите снять жилье. То есть это туристический сезон или не туристический. В сезон практически невозможно найти жилье на длительный срок по хорошей цене и чтобы жилье было качественным. Изначально мы через Airbnb общались с хозяевами апартаментов, домов, спрашивали, какие цены, на какой срок сдается. Все, конечно, говорили высокие цены. Вот, поэтому мы решили переждать этот туристический сезон и продолжить уже поиски ближе к сентябрю, к октябрю, ноябрю. Когда наплыв туристов стал уменьшаться и цены снижаться на апартаменты, дома, как на посуточно, так и на длительный срок, мы написали объявление на барахолке, и нам начали поступать предложения от собственников и непосредственно риэлторов. Предлагаю ознакомиться с вариантами жилья, качеством и ценами, которые нам предлагали. Мы выбирали жилье около 1,5 месяца. За это время мы посмотрели около 5-6 вариантов. 2 дома и остальное это были квартиры. Первый вариант, который мы рассматривали, это улица Кабаладзе, 6 Кабаладзе 6. По-моему, 10-этажный дом с видом на море, так сказать, первая линия. Вот, замечательная хозяйка. Сама квартира достаточно большая. Для семьи из 3 или 4 человек будет вполне этой квартиры достаточно. Одна хорошая спальня большая, гостиная большая, совмещенная с кухней, огромный балкон, с которого открывается вид на море. Далее коридор большой, ванна, туалет. И еще одна комната, которая разделена как бы на 2 комнаты. То есть такая зона для ребенка небольшая и такой квадрат как бы типа спальни. За эту квартиру хотели $500 в месяц плюс коммуналка. Следующий вариант – двухэтажная квартира, апартаменты на улице Агмышины-Бели. Эту квартиру мы просматривали без риэлторов, хозяйка лично с нами связалась. Квартира в хорошем состоянии, не с дизайнерским ремонтом, а с обычным чистым косметическим ремонтом. На первом этаже кухня, гостиная с камином, балкон, совмещенная душевая, туалет. На втором этаже 4 комнаты. В принципе, места очень много для большой семьи, но большой минус в том, что душ находится на балконе, а зимой все-таки холодно, и ребенка очень опасно купать и через улицу вводить в теплое помещение. То есть, ну, это очень опасно, поэтому мы сразу отказались от этого варианта. Но сама квартира очень интересная. И семья, которая ее сдавала, тоже очень хорошие люди. Стоила эта квартира, по-моему, 250 или $300. Далее я хочу вам показать варианты, которые присылали риэлторы, несколько фотографий. Вот такого формата квартира в новых домах. Они совершенно разные по уровню, по дизайну, по району. То есть очень чистые, современные, уютные, красивые, с большими балконами, с хорошей мебелью, бытовой техникой и так далее. Эти варианты стоят от $700 в месяц. Услуги риэлтора оплачивает хозяин жилья. Что касается домов. Вот такой дом в районе Орта-Батуми. Риэлторы его позиционируют как развивающийся
поселок недалеко от Батуми, там с чистым воздухом, с тишиной, там с видами на горы. Такой дом, по-моему, стоил около $1000 в месяц. Но почему мы не согласились на него? Потому что сейчас мы видим картинку, довольно такой красивый, уютный домик. Но когда мы приехали непосредственно на место, я почувствовала некое разочарование. Картинка и образ вживую не совпали. Этот дом, он не стоит этих денег. Это нулевой этаж. Летом здесь летняя кухня. У меня какой-то Подрос уже так. котик. А котик у нас? Я приходила ночью еще маленький был, да, Ничего себе. Ничего себе. Так, Динчик. Угу, спасибо. Так, давайте. Точно. Ага. Ага. Так, это холодильник, стиралка. Да. Так, Это это посудомоечная была. посудомойка, получается. Ага, так. Сняла. Так, это, получается, наверное, зал. Да. Вот. Угу. Так, хорошо. Ага. Так. Ага, это уже спаленки. Ага, сейчас, подожди, Стеночка. Ага. О, ну да, карта мира. На английском. Вот. Это, наверное, детская, да? Обычно детям карты вешают. Мам, смотри, Вот. вот на английском, можно на английском. Даже на английском, представляешь, как здорово? Вообще. Это, наверное, хозяйская. Это уже, наверное, хозяйская, да, спальня, получается? Так. Ага, так. Ага. И вот еще одна спаленка. Угу. Ну, это точно уже хозяйская. Видно, что по косметике. Жена. Здесь мини-библиотека. Ага, это библиотека, получается. Угу. Так, а здесь уже непосредственно ванна. Ага. Так, я не буду становиться на коврик, Феденька, не будем. Вот, все. Так. Ой. Ага, а здесь вы стираетесь, да? Это уже непосредственно стиралка. Угу. Ясненько. И так, это все, да? Это все помещения, получается? Следующий дом на улице Мамия Варшанидзе. Изначально хотели $800 за этот дом плюс коммунальные. То есть это получается тоже около 1000. Дом огромный, 2 этажа. Вот мы поднимаемся по лестнице. Сразу туалет, небольшая прихожая и большой балкон с видом на город. Территория дома также очень большая. Это сад, в котором растут мандарины, хурма, лимоны, грейпфруты. Даже есть родник. Заходим в сам дом и попадаем в огромную гостиную с настоящим антикварным роялем. В центре гостиная, по периметру 4 спальни. Первая спальня. Во всем доме мебель не современная, но в хорошем состоянии. Ничего не сломано, ничего не грязно, ничего не пахнет. Видно, что ухаживают и заботятся. Вторая спальня. Огромное количество шкафов от пола до потолка, 2 кровати, везде паркет. Опять же, все в отличнейшем состоянии. Все постельное белье хозяйка дает в пользование.
Все очень чистое, все пахнет приятно, свежим. Двигаемся дальше и проходим в следующую спаленку. Это маленькая спаленка. Здесь мы поселили нашего Федю. Правда, перекрасили стены, карту повесили на всю стену и поставили стол письменный. Чуть позже я покажу фото. Вот так. И четвертая спальня. Здесь также мы сделали перепланировку небольшую, поставили кровати по-другому, стол добавили. Здесь уже мебель более современная, окна пластиковые. Все очень уютно, все чисто и красиво. На первом этаже вот такая гостиная и кухня. Проходим немножко дальше. Здесь еще один туалет. И рядом душ и стиральная машина. И немножко сада. Сад очень красивый, уютный. Есть зона для барбекю. Есть на территории также бассейн в рабочем состоянии. Мы выбрали второй дом, потому что первое – это хозяева. Они не просто адекватные люди, они очень хорошие люди. Мы с нашим папой шутили, что арендуем не просто дом, а дом с бабушкой и дедушкой для Феди. Дом находится непосредственно в городе Батуми, 40 минут ходьбы до пляжа. Большой сад, наличие кота и собаки, сам дом просторный, достаточно места. Арендовали дом на год без поднятия цены в туристический сезон за $700. $500 аренда и 200 коммуналка. На территории дома есть два дома. Один большой и один поменьше. Во втором доме живут хозяева, что очень нам нравится. 95% этот дом мы арендовали из-за этих людей. В саду растут мандарины, хурма, лимоны, грейпфруты, множество цветов. Есть 2 барбекю-зоны, бассейн. В общем, разгуляться есть где. Мы рассмотрели несколько вариантов жилья, которые предлагали нам риэлторы, и также рассмотрели качество этого жилья и стоимость.